Друзья, приветствуем всех на канале Рыболов Копатель. Мы с Серегой приехали сегодня в родном Циммербуды, можно сказать. Черная речка. Сейчас пойдем пробовать кидать магнит. Посмотрим, что будет. Так, а это что у нас получается? А что это за дерево, Серег? Это лиственница. Лиственница? Да. Да, здоровая. Там ну, 2 метра, наверное, диаметр у него. Да, очень большая. А что, говорят, в этой речке катер был? Да, в нашем далеком детстве рассказывали, что вот здесь вот около мостика, здесь недалеко мостик. Где трасса, да, получается? Да, там затонул немецкий катер, и наши еще родственники, отцы, деды там рассказывали нам такую информацию. Никто не знает, правда это или неправда, но мы будем верить. Да, тут Амазония конкретная. Надеюсь, мы сегодня что-нибудь выловим хотя бы. А то что-то вообще по водоемам скудно. Ну, как пишут подписчики, все заилено. Главное, к бобрам не уйти. В Светлогорске в субботу был, мужик там на озере кидал тоже. Да? Я иду такой, смотрю, что-то, ну у него маленький такой, 150, наверное, который. Может ветви. Ветви тоже гнилая может лежать. Мы перешли максимально к трассе. Все, что в той стороне, вообще ничего. Даже ни крючка, ни блесны не было. А здесь сейчас, я думаю, первые пойдут поклевочки. О, ну что я говорил. Вот и первые поклевочки. Слушай, О, вообще так интересно что-то. какая-то пробка, да? Их 4. Друзья, на них какие-то клеймы появились. Сейчас воды наберем. Промоем их. И посмотрим, что там. Посмотрите. Какие-то пробки. 21,89. Это может от этой? Автомобильные какие-нибудь? Ну, блин. Автомобильные наверх накручиваются. А здесь тут резьба. Такие вот. Что такое? Пишите в комментарии, друзья. Поздравляю Сергея с первой поимкой с нашей. Пока их откисать сюда положу. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Еще что ли, не? Опа! Смотрите, еще 2. Да там целый склад их. А может криминогенные какие-нибудь? Не знаю даже, что это такое. Я понятия не имею. Это не капсуль. На капсуле не похоже, да? Нет, не капсуль.
Ты чувствуешь опять пробки эти, да? Да, что-то чуть-чуть потяжелее тянется. Опа. Есть дуло. Дул. Вот она. Вот она, эта пробка. А тут, смотри, все в отверстиях. Что это такое, ребят? Есть мнение, Серег, вообще, что это? Давай помоем. Посмотри, она перфорированная вся. Что это такое? Все в отверстиях. Ну, слушай, металл старый, похоже. И вот, походу, на каждой трубочке такое было накручено, причем с одной стороны. Друзья, что это такое, пишите. У нас комплект уже. Ребята, тут вообще он даже и медь еще присутствует во всей этой истории. Красота. Обварились. Ой, вообще легко прям пошел. Как будто такое чувство. Оп, 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 оп. О. Вот тут вот прям недалеко. Да? Да, да. О, тяжелее пошел. И что-то он идет на боку, посмотри. Опа! Вот так вот. Магнитофон машинный. Магнитола, друзья. Вот это да. Нихера. Это не магнитола. Это, посмотри, формирователь какой-то. Эх, Паша далеко бросает. Здоровый мужчина. Есть. Снова формирователь, по-моему. Не, это как... Что это такое? Батарея какая-то, да? Слушай, это драгоценные металлы идут. Мы их проверим потом. В числе вот этих схем могут быть и какие-нибудь довольно-таки дорогостоящие. И кажется, что можно плиту поднять там. О, гильза. Причем какая-то патрон даже целый. Да. Друзья, что это за патрон? Даже непонятно, какой-то маленький. Такое нельзя брать и никому не рекомендую. Это противозаконно. Есть. Смотри, это уже очищенная. 7-я на сегодня. Опа. Какие-то маркировки есть, но специалисты подскажут, от чего это. Что это за пробочки. По ощущениям, все в центре реки, да, Сергей? Да, да. Только когда далеко бросаешь, что-то получается. Здесь могут быть
ценные микросхемы и всякие конденсаторы. А может это вообще все радиоактивное. Надо бы проверить, это будет дозиметром. Формирователи есть, пробки? Нету? Все кончилось. Вот они, кишат просто. Уже у нас коллекция целая. В омыватель. Опа. А можешь в нем же руку ополоснуть в этом. У нас все здесь. У нас офис тут. Опа. Опять такая же. И снова. Что это за резонатор такой с отверстиями? И с пробкой. Слушай, это не с вагонов что-нибудь случайно? Мерная какая-нибудь это? Даже не могу понять, зачем дырочки. Дырочки зачем? Короче, уже две таких вытащили мы. Опа, криминальщина пошла, смотрите. Что это такое? И лезвие от ножа, и пробка, и гвоздь. Вон, ребят, смотрите, хламье мое. Ну что, ребят, будем потихоньку закругляться. В принципе, находок дофига. Ну вот ближе к трассе, получается, находки. Мы еще раз сюда приедем и пойдем в сторону дороги. Я думаю, что-нибудь будет. Приедем, да, Серег, еще? Обязательно приедем. Речка криминогенная, криминогенная. Работать нужно здесь. Ребят, коль скоро мы уж находимся в агломерации Светловской, он же Цимербуда некогда, поэтому пару слов об истории данного места, нашего города. Светлый до 1947 года Цимербуды. Город в Калининградской области Российской Федерации. Город Светлый является административным, деловым и культурным центром Светловского городского округа. Занимает площадь 2635 гектаров. Население 21 114 человек на 2021 год. Расположенный на северном побережье Калининградского судоходного канала, Светлый – это промышленный спутник Калининграда, центр муниципального образования и самый молодой город в регионе. Город расположен на берегу Калининградского морского судоходного канала, соединяющего Калининград с Балтийским морем. В 30 километрах от Калининграда. Светлый находится на Земландском полуострове. Населенный пункт существует с 1640 года под названием Цимербуды, что в переводе «хижина», «лачуга». Это был один из небольших поселков в Восточной Пруссии. В течение длительного времени основным занятием жителей была рыбная ловля. Первое упоминание о его предшественнике, поселении Цимербуды, датируется серединой 15 века в хронике немецкого рыцарского ордена. Однако еще раньше, в фишхаузенской рукописи 1305 года, встречается упоминание о полуострове Пайзе, Пойзард, местность у леса Пойз, со стороны которого в первой половине 13 столетия немецкие рыцари вторглись на земли пруссов. С 1720 года Цимербуды включала в себя наряду с 16 наделами земли 12 крестьян и примерно столько же рыбаков, основным занятием которых было рыболовство, в основном для собственных нужд. Важную роль в жизни поселка занимала религия, проведение религиозных обрядов, служб и так далее. Длительное время в Цимербуды не было своей церкви, и поселок относился к церковному приходу Мединау.
ныне поселок Логвино. Но из-за плохих дорог посещать церковь Мединау жители поселка могли лишь несколько раз в своей жизни. Там крестили детей, венчались, ходили по самым большим праздникам в случае хорошей погоды. В остальное время сильно выраженные религиозные чувства жители удовлетворяли в виде церковных проповедей, которые проводились в школьном здании. А 1 апреля 1901 года цимербуды с соседними деревнями Пайза и Неплекин образовали собственную церковную общину и выкупили маленькую церквушку, которую 2 годами ранее Мединау построила в Цимербуде как свой филиал. В 20-е годы 20 века в Цимербуде была построена новая школа, и уже перед Второй мировой войной Цимербуде представлял собой довольно оживленный, хотя и небольшой поселок. Здесь был свой магазин, трактир и пекарня. Была и гостиница под названием Вальдшлохсен, в переводе «Лесной замковый домик». Была также и своя церковь. Количество жителей довоенного Цимербуды составляло 742 человека. Во время Второй мировой войны непосредственно на территории современного города Светлого военные действия не проходили. Война для Цимербуды закончилась в апреле 1945 года, не оставив значительных разрушений. В 1947 году Цимербуде был переименован в Светлое. 17 июня 1947 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Приморском районе был образован сельский совет с центром в населенном пункте Светлое. Это бывший поселок Цимербуде, который решением Калининградского облисполкома за номером 758 от 1 августа 1949 года был преобразован в рабочий поселок Светлый. 6 октября 1955 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Светлый был преобразован в город районного подчинения Светлый, ставший с 2008 года центром муниципального образования Светловский городской округ. Вот такой вот небольшой экскурс в историю города, из которого каждый раз мы выезжаем на раскопки или на рыбалку, или еще куда бы то ни было. Так что теперь и вы немного знакомы с историей данного места. Большое спасибо всем за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!